Здравствуйте, друзья! В этом видео я продолжу тему интеграции Utility Meter, счетчик коммунальных услуг, и покажу расширенную, сравнительно с предыдущим уроком для начинающих, версию реализации учета расхода электроэнергии. Сразу предупрежу, что любой хоть сколько-нибудь продвинутый проект в Home Assistant очень неудобно и долго создавать в конструкторах. Это потребует многократных повторений одних и тех же операций, использования разных типов конструкторов и все равно не избавит от ручного написания кода. Поэтому намного проще, быстрее и удобнее использовать пакеджи, которые позволяют хранить в одном файле полностью всю конфигурацию для того или иного кейса, от кастомизации и записи в базу данных до объектов различных интеграций, автоматизации и скриптов. Пакеджи я делаю так, чтобы их можно было легко масштабировать. Используя мой шаблон, все ссылки вы найдете в описании, вы буквально за минуту, сделав несколько автозамен, адаптируете его под свою систему, что, конечно, абсолютно невозможно при использовании конструкторов. То же самое касается интерфейса. Любая сложная конструкция очень легко повторяется методом скопировал-вставил сколько угодно раз. Показанную в видео страницу вы также сможете скачать по ссылке в описании. Очень рекомендую всем, кто хочет действительно погрузиться в тему умного дома, больше внимания уделять ручному созданию объектов и логики. Это, как бы странно ни звучало, и проще, и быстрее, и удобнее, а также снимает все ограничения, в которые вы неизбежно упираетесь при использовании конструкторов. А перед тем, как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти как можно больше людей, интересующихся темой умного дома, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Самое сложное для меня в таких уроках — это выбрать, с чего начать и на чем остановиться. Тут я решил сначала показать визуальную составляющую созданного решения, и дальше будем подробно останавливаться на всех нюансах. Я разделил страницу на три столбца. В первом я вывожу общие данные, общий энергомониторинг и расход. В первом блоке выводятся информационные данные, текущий месяц, время и действующий тариф, в этот момент дневной. Следующий блок — Utility Meter, у которого нет цикла сброса, данные могут только накапливаться. Он имеет смысл только в том случае, когда у вас на вводе стоит мощное реле, которое учитывает все потребление. Калибровать следует так, чтобы данные совпадали с вашим счетчиком электроэнергии. Третий блок в этом столбце также общий расход электроэнергии, но с циклом сброса в 1 месяц. Он удобнее для анализа ваших расходов, чем общее показание, и уже включает в себя денежный эквивалент. Для него тоже лучше всего использовать общий энергомонитор на вводе, но можно применить и сумму показаний с розеток и реле для оценки по крайней мере известной части. Такой случай я и рассматриваю в данном уроке. Второй столбец — это отдельные реле розетки, которые дают параметры потребления по конкретным устройствам. Собственно, сумма этих параметров и используется мной в этом кейсе как общее потребление. Каждое из них я оформил в виде отдельного, полностью самодостаточного файла пакеджа, готового для применения в виде шаблона. Первый блок — холодильник, тот же самый кейс, который я рассмотрел в первом уроке. Я пересоздал счетчик, убрав его из конструктора и сохранив всю конфигурацию в виде кода. Также расширил его, добавив сенсоры, переводящие расход электроэнергии в деньги, и сущности для удобной калибровки в интерфейсе. Второй блок — еще одна розетка с энергомониторингом. Я ее добавил только для того, чтобы проверить удобство созданного мной пакеджа для холодильника в качестве шаблона. Для этого просто скопировал его в новый файл, провел несколько автозамен и перезагрузил Home Assistant для применения всех новых объектов. Самое длительное в этом было как раз перезагрузка. Масштабирование пакеджа занимает около минуты, что абсолютно невозможно при использовании конструкторов. Само создание всех вспомогательных объектов заняло бы раз в 10 дольше времени. Третий блок по сути повторяет два первых, но имеет важное отличие. Тут используется реле, которое не имеет функции энергомониторинга. В случае, если нагрузка имеет постоянную мощность, можно создать шаблонный сенсор, который будет в зависимости от состояния реле эмулировать сенсор энергомониторинга. А вместо сенсора энергии тут используется интеграл Римана, про который я упоминал в первом уроке. Так что этот пакетж тоже пригодится в качестве шаблона. В третий столбец я вывел панель настроек. В таком виде она состоит только из 4 переключателей и кнопки отправки данных в Telegram. Переключатели я использую как условие для conditional card, которые скрывают ненужные для обычного использования объекты. Если бы я добавлял еще блоки отдельных устройств, то перенес бы эту панель в первый столбец, а третий продолжил бы наполнять блоками по аналогии со вторым.
Сейчас страница отображается в компактном виде для ежедневного использования, но это не все ее возможности. Для каждого из счетчиков я предусмотрел панель калибровки. Это можно сделать прямо в интерфейсе, введя нужные данные в полях для значений дневного и ночного потребления. Для применения данных нужно нажать соответствующую кнопку рядом. Общее потребление считается автоматически с суммированием дневного и ночного потребления. Аналогично считается и стоимость, но о ней чуть дальше. Откорректируем ночной расход холодильника. Готово, счетчик обновился. Все просто и удобно. Повторим для дневного, все аналогично. Теперь тарифы. Тут отображается общий статус, сейчас активный дневной. Но мы помним, что выбор тарифа есть у каждого из счетчиков. Их я тоже скрыл, но с возможностью вывода. Все счетчики сейчас на дневном тарифе, для этого их пришлось синхронизировать. С ними неразрывно связана следующая опция «Время». Конечно, проще ее задать в триггерах автоматизации или сенсором TOD, но мне показалось интереснее сделать гибкую настройку в интерфейсе. Вот как она работает. Меняем с 7 утра на 12, все тарифы переключились на ночь. Возвращаем назад и снова день. Теперь смещаем начало с 11 вечера на 10 утра, то есть интервал длительностью в 21 час. Тарифы всех устройств снова переключились корректно. Возвращаем корректное время. Такой прием, кстати, можно использовать для разных задач по автоматизации быта. И, наконец, стоимость. Лимит потребления и цена за киловатт в зависимости от того, вписывается в лимит общее потребление или нет. Ночной коэффициент, на который будет умножаться цена киловатта в ночном тарифе. Давайте посмотрим, как это работает. Вот расчет стоимости расхода для холодильника. Чуть увеличим его, расход пересчитывается автоматически. Для удобства поставлю ровно 100 кВт-часов, стоимость рассчиталась по цене в пределах лимита. Теперь проверим лимиты. Добавим 100 кВт-часов в общий расход. Лимит все еще не превышен, поэтому и стоимость не меняется. А теперь выходим за лимит потребления. Теперь стоимость считается по второму тарифу сверх лимита. Убираем излишек и все пересчитывается по нижней планке. Проверим ночной тариф, тоже поставлю 100 кВт-часов. Стоимость того же расхода днем по полной стоимости, а ночного с учетом половинного коэффициента. Все работает корректно. И последнее. Кнопка отправки в Telegram запускает автоматизацию, которая шлет в чат текущие параметры. Выглядит это так. Кроме ручного запуска, данные отправляются автоматически в 9 часов утра 1 числа каждого нового месяца. Одна небольшая деталь. Название каждого блока с месячным потреблением дополнительно отображает и текущую мгновенную мощность каждого из этих устройств. Кликнув на это название, можно открыть график с потребляемой мощностью по времени. Тут же есть еще одна опция «Показать больше», которая разворачивает график на весь экран и позволяет задавать интервал просмотра. Это штатный функционал базы Home Assistant, и период просмотра равен интервалу хранения данных в системе. Теперь перейдем к логике. Я покажу и расскажу то, как работает все то, что мы только что рассмотрели. Как я и сказал, все организовано в виде отдельных файлов пакkages, которые содержат в себе все объекты автоматизации и даже дополнительные системные параметры. В текстовом виде их можно скачать по ссылке в описании. Вначале еще пару слов скажу о самих пакkages.
Несмотря на то, что сейчас множество объектов, входящих в систему умного дома, вынесли в графический интерфейс, часть создается при помощи конструкторов, некоторые элементы, например шаблонные сенсоры, объекты некоторых интеграций, нужно создавать вручную, предварительно объявляя их в файле configuration.yaml. Если вы не хотите все писать в одном и том же файле, используются выносы внешние файлы и папки, которые прописываются для каждой интеграции отдельно. В случае с пакеджами вам нужен один единственный вынос, который прописывается в разделе Home Assistant. В моем случае он указывает на отдельно созданную для них папку, в которой они могут создаваться в виде отдельных файлов, в том числе группироваться в отдельных, вложенных в корневую директорию подпапках. Для примера, фрагмент моего конфигурационного файла на основной системе. Тут я изначально все строил на пакеджах, поэтому никаких выносов, кроме стандартных, оставшихся тут с момента установки, нет. Если вы только планируете переводить логику на пакеджи, то удалять созданные вами ранее выносы не нужно, они пакеджам не мешают, как и пакеджи им. По мере переноса логики, когда все будет уже в общих файлах, тогда можно будет и почистить. Способ организации, который использую я, каждый файл, находящийся в папке, на которую указывает путь в конфигурационном файле, считает отдельным самостоятельным пакеджем. Мне так удобнее. Поэтому первая строка в каждом из них – это его уникальное название. Я использую то же самое, что и при создании файла. Оно имеет минимальную вложенность, отступов слева нет. Все, что дальше, уже с отступами, то есть вложено внутрь пакеджа. Большинство интеграций самостоятельные и объявляются на следующем после названия уровня вложенности, но некоторые, например кастомизация, дополнительно вкладываются в раздел Home Assistant. Это скорее исключение, чем правило, их немного. Сама же кастомизация, собственно, к логике отношения не имеет. Это отображение объекта в интерфейсе, название, единицы измерения, иконки и тому подобное. То же самое можно сделать и в интерфейсе, кликая на каждом из объектов, заходя в его свойства и указывая название. Просто это займет раз в 10 больше времени, чем методом скопировал-вставил в пакедже. Здесь же можно конфигурировать рекордер, базу данных. Я использую принцип белого списка. Запрещено писать все, кроме явно разрешенного. Это позволяет не забивать базу ненужным мусором. Из этого пакеджа мне интересна только мгновенная мощность. Далее два поля даты времени. Их можно создать в конструкторе объекты вспомогательные, а можно и так в разделе соответствующей интеграции. Тут отключено поле даты, есть только время. Если вы не догадались, их роль в данном пакедже – указание времени начала и завершения действия ночного тарифа. Сенсор на их основе покажу чуть далее. Теперь интеграция Utility Meter, собственно сами счетчики коммунальных услуг, их тут два. В первом нет указания периода цикличности, то есть он не сбрасывается никогда. Он калибруется под показания квартирного электросчетчика и далее используется для отправки показаний поставщику электричества. Второй сбрасывается раз в месяц, но со сдвигом в 12 часов, то есть показания будут обнуляться в полдень первого дня нового месяца. В обоих счетчиках в качестве исходного используется один и тот же сенсор энергии, в идеале из реле, установленного на вводе. Далее следует интеграция input-text, которая предназначена для ручного ввода данных в интерфейсе. Эти 4 поля для расчета стоимости, месячный лимит, цена в пределах и сверхлимита, ночной коэффициент. Затем по 2 поля на каждый из счетчиков, они используются для калибровки. В них я и вводил показания для дневного и ночного тарифа, который затем присваивал счетчикам. При использовании конструктора только для них пришлось бы 8 раз проходить всю последовательность мастера создания объектов, а в пакедже они делаются за полминуты простым копированием. Следующая интеграция, добавленная сюда, Input Button, виртуальные кнопки. По ним я, кстати, делал отдельное видео, ссылку оставлю в описании. Эта пара кнопок предназначается для запуска калибровки данных общего счетчика. Саму автоматизацию я скоро покажу. Еще 2 кнопки для калибровки счетчика ежемесячного потребления. Возможно, это покажется кому-то излишним, но в пакедже все делается очень быстро и потом будет удобно пользоваться этим прямо на странице интерфейса, а не через запуск служб. И еще одна кнопка «Принудительная отправка данных в Telegram». Следующий раздел виртуальных переключателей, тех самых из раздела настройки интерфейса. Тут их 4 штуки, они выполняют вспомогательную роль. На них реагируют карты условий, которые открывают или закрывают другие вложенные в них карты. Как это работает, я уже показал. Теперь переходим к логической части и открывается она интеграция Template. По принципу работы шаблонов я делал 2 отдельных урока, ссылки вы найдете в описании. Тут рассмотрим один из многих вариантов практического применения. Первым идет бинарный сенсор. Он, напомню, может иметь только 2 состояния, включен или выключен.
То, что сделал я, это аналог сенсора интеграции TOT Time of the Day, но с возможностью изменения периода действия на лету из интерфейса. В качестве условий я использую поля ввода времени, которые объявил в этом пакетже чуть раньше. В случае, если время начала меньше, чем время завершения, например, начало в 8 часов, а завершение в 20 часов, тогда сенсор будет включен при выполнении этого условия. Текущее время – это параметр NoOn в середине, переведенный в формат часы, минуты, секунды, больше или равно начальному значению времени и меньше или равно конечному, то есть находится в пределах указанного периода. Второе условие, когда начальное время больше, чем время завершения. Это, кстати, показанный случай. Ночной тариф начинается в 23 часа, а завершается в 7 утра. В этом случае нужно учитывать переход между сутками. Поэтому тут нужно использовать два условия. Первое, когда текущее время больше или равно начальному, но при этом меньше или равно последней секунде суток, 23 часа 59 минут и 59 секунд. Второе условие после полуночи. Текущее время больше или равно времени начала суток, но меньше или равно времени завершения периода. При соблюдении этих условий сенсор будет включен. Если они не соблюдаются, выключен, то есть действует дневной тариф. Класс устройства я выбрал Running. Он отображается как «работает-не работает». Далее в этой же интеграции Template открываем раздел сенсоров. В отличие от бинарных, они могут иметь любое значение – текст, цифры. Первый сенсор тоже украшалка, он отображает в интерфейсе и в ежемесячном отчете Telegram название текущего месяца. Для чего используется массив из 12 названий месяцев и выбирается тот номер, который соответствует текущему. Единица прибавляется из-за того, что нумерация месяцев начинается с нуля. Про массивы я рассказывал в своих уроках по Template, ссылки в описании. Как я уже сказал, у меня сейчас не установлен энергомонитор на вводе в квартиру, поэтому для этого урока я сделал виртуальные сенсоры. Этот представляет собой сумму потребленной энергии трех используемых при расчете розеток. Он нужен как исходный сенсор для счетчиков общего и месячного потребления, я их показывал чуть выше. Второй сенсор показывает общую мощность, для чего суммирует сенсоры Power каждой из розеток. Непосредственно для счетчика он не нужен, используется в качестве информационного. Этот сенсор указан в разделе Recorder, который я тоже показал, что дает возможность видеть его исторический график, как я и показал чуть ранее. Далее идут сенсоры чистого потребления без деления на тарифы. Я не стал делать для этого отдельные счетчики без тарифов. Проще и логичнее просто суммировать показания дневного и ночного потребления. Первый для показаний счетчика, второй, этот, суммирует месячное потребление. В интерфейсе отображается под названием «Общее» и «Всего за месяц». Следующий сенсор также арифметическая сумма, но в этот раз уже стоимость. Тут мы прибавляем деньги, ночной плюс дневной тариф. Такой сенсор я сделал только для счетчика месячного потребления. За ним идут собственно эти самые деньги, которые должны учитывать еще и разную стоимость в зависимости от лимита. Это мы и проверяем в первом условии. Сравниваем значение чистого потребления, состоящего из суммы дневного и ночного, с текстовым полем, в котором вводится значение месячного лимита в киловатт-часах. Если оно меньше или равно, то есть вписывается в лимит, тогда мы умножаем в данном случае показания дневного тарифа на стоимость, указанную в поле «Цена в пределах тарифа». Иначе, то есть если потребление больше заданного лимита, значение дневного лимита умножается на значение, введенное в поле стоимости при превышении лимита. Таким образом, этот сенсор будет обновляться при каждом изменении любого из перечисленных в его шаблоне внешних объектов. Главным образом это сенсоры потребления. Но и в случае изменения стоимости тарифа будет моментальный пересчет. Второй сенсор построен по аналогичной логике и предназначен для расчета стоимости энергии, потребленной по ночному тарифу. Отличием является то, что к расчету добавляется еще ночной коэффициент, который также берется из текстового поля. На всякий случай уточню, что данные, введенные во всех перечисленных полях, не боятся перезагрузки системы. Теперь перейдем к автоматизациям, которые тоже создаются в этом же самом пакетже. Ничего потом не нужно искать в разных местах, все под руками. Первая автоматизация предназначается для калибровки показаний Utility Meter, который никогда не сбрасывается и должен подгоняться под параметры квартирного счетчика. Она будет однотипна для каждого из созданных Utility Meter, и именно поэтому я не объединял всю калибровку в одной автоматизации, так ее удобнее масштабировать. В качестве триггера тут используется нажатие на виртуальные кнопки, созданные нами ранее в этом же пакетже. Их две, одна для дневного, вторая для ночного тарифа. Каждому триггеру присвоен свой отдельный ID. В действиях селектор условий.
Если сработал триггер с первым ID, значит это калибровка дневного тарифа. В первом уроке я показывал, как запустить калибровку вручную через меню служб. Тут все то же, но через автоматизацию, и в качестве значения, которое будет присваиваться счетчику дневного тарифа, берется число, введенное в соответствующем текстовом поле, которое было создано нами в этом же пакетже. Аналогично в том случае, когда придет ID от нажатия на вторую ночную кнопку. Тут данные присваиваются из второго поля в счетчик ночного тарифа. Как это работает, мы уже посмотрели в начале видеоурока. Следующая автоматизация – копия первой, в которой только изменены названия кнопок полей счетчиков. Сделано методом «скопировал, вставил» и минимальной адаптации. Она используется для общего потребления за месяц. Далее автоматизация переключения тарифов. Тут ключевую роль будет играть бинарный темплейт-сенсор, который зависит от текущего времени суток и установленного при помощи полей времени периода. Его мы уже рассмотрели. Тут два триггера. Первый смотрит за изменением состояния этого сенсора, неважно включение или выключение, будет реагировать на любые изменения. Второй проверочный, на случай, если что-то помешает штатной сработке, он активируется каждые 5 минут. Далее тоже селектор условий. Первое сработает в случае, когда бинарный сенсор будет выключен, то есть текущее время не попадает в период действия ночного тарифа. И при этом Select, отвечающий за тариф общего потребления, его я выбрал как основной, находится в состоянии ночь. В этом случае отрабатывается служба выбора значения на все селекты созданных мной счетчиков, в этом примере их 5. И для них устанавливается значение день. Работу этой автоматизации я тоже показал при демонстрации, когда менял параметры периода ночного тарифа. Второе условие – это включенный сенсор ночного тарифа при состоянии основного селекта день. Далее все по аналогии. Все созданные select, которые нужно будет сюда добавлять по мере создания новых счетчиков, переключаются на режим ночь, после чего потребление будет засчитываться в ночной тариф. И последняя автоматизация этого пакеджа – отправка уведомлений в Telegram. Тут я тоже создал два триггера, один для автоматической отправки в 9 утра, второй для принудительной по нажатию на виртуальную кнопку. Каждый из них имеет свой ID. В случае сработки первого ID в 9 утра проверяется второе условие, является ли номер дня текущего месяца первым, и только в этот день условие будет выполняться. Далее в Telegram отправляется сообщение, в котором содержатся данные общего потребления согласно счетчику, эти цифры вносятся в личный кабинет поставщика услуг, и данные за последний месяц с расчетом стоимости. Второй блок срабатывает по нажатию на кнопку и принудительно отправляет аналогичное сообщение в Telegram. Сообщение практически аналогично тому, что было в первом блоке, за исключением самой первой информационной строки. Вот так они выглядят. Разница только в первой строке. При принудительной отправке текущая дата и время, при ежемесячной пишется текущий месяц. Пробежимся по пакеджам устройств. Тут ничего принципиально нового по сравнению с уже рассмотренным, кстати, самым большим пакеджем кейса, нет. Поэтому только отмечу основные нюансы. Все пакеджи начинаются с уникальных названий. Блок кастомизации. Для каждого устройства он одинаков. Сначала сенсоры мощности и энергии, затем 3 сенсора счетчика электроэнергии, общий дневной и ночной, и 3 сенсора стоимости, также общий дневной и ночной. В базу данных я пишу только текущую мощность, больше мне ничего не надо. Утилити-метр на 2 тарифа. Исходные данные берутся из сенсора энергии самого устройства. Сдвиг на сброс 12 часов. 2 текстовых поля и 2 кнопки, которые используются для проведения калибровки показаний. В разделе Template 4 сенсора, 2 из которых это суммы потребления и стоимости по ночному и дневному тарифу для получения общего показателя. И 2 это сенсоры стоимости, работающие по рассмотренному только что принципу. Если лимит не достигнут одна стоимость, при превышении другая, на ночной тариф применяется коэффициент. И одна автоматизация калибровки, тоже аналогичная рассмотренным. Все сделано по одному и тому же шаблону, только пакетж для устройств намного меньше общего, в котором учитываются и 2 счетчика, и смена тарифов и отправка в Telegram. Это пакетж от второй розетки, который я создал, скопировав как шаблон только что рассмотренный. Достаточно было изменить только его имя, автозаменой заменить везде код розетки холодильника на код розетки рабочего места, само слово холодильник на рабочее место. И название Fridge на Workplace, пожалуй, ничего не упустил. Адаптация готового шаблона на новое устройство занимает от силы 2 минуты, из которых половина уходит на перезагрузку Home Assistant, чтобы применилась вся конфигурация пакеджа. Третий пакедж, который я назвал освещением, по логике принципиально не отличается от показанных. Его особенность в том, что у работающего тут реле нет функции энергомониторинга. Такой способ подойдет для тех нагрузок, которые при подаче питания потребляют одну и ту же мощность,
например, теплый пол или светильник. Тогда можно сделать свой виртуальный сенсор потребления. Принцип работы простой. Если устройство, в моем случае объект Light, включен, тогда сенсору присваивается значение той мощности, которая потребляет это устройство, я поставил 100 Вт. Реально у меня в этой розетке, которая изображает из себя светильник, ничего нет, это просто тест. В противном случае, то есть когда она выключена, потребление равно нулю. Соответственно, у нее нет не только сенсора мощности, но и сенсора энергии. Поэтому тут используется еще один дополнительный сенсор на платформе Integration. Это уже упоминаемый мной интеграл Римана. В качестве исходных данных он берет показания созданного нами виртуального сенсора мощности. Префикс K для подсчета в киловатт-часах, округление до второго знака. И этот сенсор я назвал по образу и подобию тех, что есть у розеток с физическим энергомониторингом, чтобы все было однотипно. И он является источником данных для utility meter этого реле. Напоследок пару слов скажу о интерфейсе, в подробности опускаться не буду, чтобы не перегружать урок. Я сделал показанную в видео страницу тоже в виде отдельного файла, чтобы использовать ее как пример, она доступна по ссылке в описании. Я постарался добавить побольше комментариев, чтобы было понятнее. В YAML режиме, в отличие от конструктора, это возможно, но и сама работа с кодом намного быстрее, чем с конструктором. Почти везде я тут использую карты, входящие в набор Mushroom, и простые карты объектов, и шаблонные карты, которые позволяют динамически менять ее внешний вид в зависимости от указанных шаблонов. Принцип такой же, как у темплейт-сенсоров, логика довольно простая. Для скрытия настроек я использую стандартные conditional карты, которые в зависимости от состояния указанного объекта, это те самые виртуальные переключатели, показывают или скрывают вложенную в нее карту. В данном случае тут карта с Select, отображающим текущий тариф для счетчика. Масштабирование тут тоже простым скопировал, вставил. Это карта, скрывающая блок калибровки, которая покажет его при активации соответствующего виртуального переключателя. Такой блок также есть у каждого сенсора. Сюда тоже вложена одна карта, горизонтальный стек, но в стек в свою очередь вложены карты с текстовыми полями и кнопками. В этом кейсе я постарался максимально учесть все нюансы, включая настройки и оптимизацию интерфейса, но весь показанный код, включая интерфейс, был написан и обкатан буквально за пару часов, поэтому не исключаю, что какие-то моменты я могу упустить. Пишите в комментариях, чего тут не хватает на ваш взгляд, на какие моменты стоит обратить больше внимания. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании вы найдете все необходимые ссылки на текстовые файлы, интеграции, на обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, а также мой телеграм-канал, страницу в Facebook и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!